Рассвет над северной горной долиной поднимался медленно, процеживая холодный белесый свет сквозь тяжелые ветви вековых елей и сосен. Густой туман, пропахший сырым мхом, смолой и прелыми прошлогодними листьями, лениво клубился у подножия гранитных утесов. В этой первозданной тишине, нарушаемой лишь далеким глухим рокотом горной реки, начинался новый день. Из густого ельника на откос старой железнодорожной насыпи бесшумно выступила медведица. Ее густая темно-бурая шерсть лоснилась от осевшей утренней росы. Каждое движение массивного тела дышало скрытой силой. Но походка была осторожной, неторопливой и бдительной. Она вела за собой самое ценное, что у нее было — крошечного медвежонка, появившегося на свет всего несколько месяцев назад. Малыш, похожий на живой пушистый комок с круглыми ушами и любопытными глазами-бусинками, семенил следом, стараясь не отставать ни на шаг. Для него этот огромный мир был полон неразгаданных тайн. Каждый камешек, шуршащий под лапами гравий, пробивающийся сквозь шпалы папоротник и кружащиеся в воздухе лесные мошки вызывали у него неподдельный восторг. Он то и дело тыкался влажным носом в землю, втягивая незнакомые запахи — железа, старого пропитанного криозотом дерева и свежести, поднимающейся снизу от бурного речного потока. Мать периодически оборачивалась, издавая тихое утробное ворчание, успокаивающий сигнал, означавший «я рядом, следуй за мной». Она вела его к известным только ей ягодным полянам на противоположном склоне ущелья, где утреннее солнце уже прогревало первые дикие побеги и корни. Чтобы пересечь глубокий овраг, нужно было пройти по узкому участку старой переправы. Внизу, в десятках метров под деревянными балками и каменными опорами, ревела река. Напитанная талыми снегами с далеких вершин, она неслась с бешеной скоростью, сбивая воду в клокочущую белую пену вокруг острых валунов. Воздух здесь вибрировал от непрерывного гула, а мелкие брызги поднимались вверх прохладным облаком. Медведица ступила на мост уверенно, выверяя каждый шаг широких когтистых лап. Медвежонок замешкался. Высота и непривычный грохот пугали его, но безграничное доверие к матери заставило сделать шаг вперед. Он пошел по краю, озираясь по сторонам и с любопытством заглядывая в бездну. Роковая случайность произошла за доли секунды. Влажный мох на краю скользкого бруса не удержал неокрепшие детские лапки. Малыш подскользнулся, судорожно попытался зацепиться коготками за твердое дерево, но инерция потянула его вниз. Раздался тонкий жалобный визг, и крошечное темное тело сорвалось с высоты, исчезнув в туманном провале ущелья. Падение завершилось оглушительным ударом о холодную воду. Бурный поток мгновенно подхватил медвежонка, закружив в водовороте. Ледяная вода обожгла тело, проникла под плотный пух, мгновенно утяжелив шерсть и лишая дыхания. Малыш вынырнул, судорожно хватая ртом воздух и отплевываясь от горькой пены. Его маленькие лапы беспомощно молотили по воде, но течение было беспощадным. Мощный напор сносил его все дальше вниз по руслу, швыряя из стороны в сторону, направляя прямо к опасному каменистому перекату, где вода с грохотом разбивалась о торчащие гранитные зубья. Он отчаянно запищал. Тонкий, пронзительный крик утопающего детеныша эхом отразился от каменных стен ущелья. Медведица не замерла в оцепенении ни на секунду. В тот же миг, когда визг малыша разорвал шум воды, в ней проснулась древняя ярость материнского инстинкта. Забыв об осторожности, она ринулась вниз по крутому каменистому склону. Огромные валуны и осыпи с грохотом летели из-под ее когтей. Не сбавляя скорости, преодолевая практически вертикальный спуск гигантскими прыжками, она видела перед собой только одну точку — крошечную черную голову, которую уносила бурным потоком.
Добежав до берегового обрыва, медведица не стала искать пологий спуск. С мощным глухим рыком она оттолкнулась массивными задними лапами и рухнула в реку. Огромный всплеск взметнулся над поверхностью, заглушив на мгновение даже рев водопада. Вода накрыла ее с головой, но через секунду мощная морда взрезала буруны. Медведица знала силу этой реки, но сила ее решимости была неизмеримо больше. Плыть против или поперек такого бешеного течения казалось невозможным, но для могучего зверя законы стихии отступили. Каждым грибком своих широких мускулистых лап она разрывала пенные валы, точно рассчитывая траекторию движения. Она не плыла прямо за детенышем, она двигалась наперерез потоку, стремясь перехватить его до того, как его затянет в смертельную воронку у порога. Медвежонка крутило в стремнение, силы покидали его, он все чаще уходил под воду, захлебываясь. В его глазах застыл первобытный ужас. Еще несколько метров, и поток разбил бы его о каменную гряду. В самый критический момент массивная темная тень выросла прямо перед ним. Медведица пробилась сквозь толщу бурлящей воды и своим телом заблокировала свирепый напор реки, создав за своей широкой спиной крошечный тихий затон. Она осторожно, но железной хваткой сомкнула челюсти на загривке детеныша. Несмотря на колоссальную мощь челюстей, способных дробить кости добычи, она держала малыша с ювелирной бережностью, не повредив даже нежную кожу. Зажав ношу в зубах, медведица развернулась к берегу. Теперь ее борьба стала вдвое тяжелее. Нужно было грести одной свободной стороной тела, удерживая голову высоко над водой, чтобы малыш мог дышать, и одновременно противостоять ревущему течению, стремившемуся оторвать ее от спасительного берега. Каждый метр давался с невероятным трудом. Мышцы на загривке и плечах зверя вздувались буграми, вода захлестывала морду, пена слепила глаза, но медведица упрямо пробивалась сквозь валы. Она нащупала дно, сначала кончиками когтей, затем всей подушкой передней лапы оперлась на скользкий донный валун. Сделав мощный рывок, она вырвалась из основного русла на мелководье, где течение уже теряло свою разрушительную силу. Выбравшись на галечную косу, медведица мягко опустила мокрого дрожащего детеныша на теплые плоские камни. Из ее пасти вырывалось тяжелое хриплое дыхание, бока вздымались, с густой шерсти ручьями стекала холодная вода. Медвежонок лежал неподвижно пару секунд, после чего судорожно закашлялся, выплюнул воду и зашевелился. Он был насквозь промокшим, его тельце сотрясала крупная дрожь от холода и пережитого шока. Медведица тут же опустилась рядом с ним на колени. Ее грозный вид мгновенно растаял. Она принялась нежно и методично вылизывать мордочку, уши и спину малыша широким теплым языком. Это не просто сушило его шерсть. Материнское дыхание и прикосновение согревали его остывшее тело, разгоняли кровь и возвращали чувство абсолютной защищенности. Малыш уткнулся носом в мокрый, но такой родной и надежный материнский бок. Он издал тихое жалобное поскуливание, в котором слышалось облегчение. Медведица тихонько заурчала в ответ низким, вибрирующим звуком, полным безграничной заботы. Они провели на берегу достаточно времени, чтобы малыш полностью согрелся и пришел в себя. Когда дрожь утихла, а утреннее солнце окончательно пробилось сквозь редеющий туман и озарило поляну золотыми лучами, медвежонок встал на лапки. Он еще немного пошатывался, но глаза снова блестели живым интересом. Медведица поднялась во весь свой внушительный рост, отряхнулась, подняв вокруг себя сияющее в лучах солнца облако брызг, и тихонько подтолкнула детеныша носом вперед, в сторону безопасной лесной чащи. Этот день стал для маленького лесного жителя первым суровым уроком дикой природы. Мир вокруг может быть обманчив, стремителен и опасен.
Но пока рядом бьется сердце матери, никакая стихия не способна разрушить невидимую, несокрушимую связь, дарующую жизнь и защиту посреди бескрайней тайги. Они не спеша скрылись под изумрудным пологом вековых деревьев, оставив позади ревущую реку, которая в это утро так и не смогла забрать свою добычу.